Если для когнитивно сложного человека мир разнороден, то для человека с устойчивой познавательной сферой мир рационально осмыслен, мир познаваем, мир может быть адекватно оценен. Надеюсь, и теперь устойчивость познавательной сферы, конечно, отражает соответствующее качество сферы мотивационной. Здесь много общего. И тогда мы скажем, что и здесь есть как бы две крайности, два полюса. Для того, чтобы пометить первый полюс, зададимся таким вопросом. Вот интересно, у людей каких профессий самая высокая когнитивная сложность? Если бы мы начали гадать, мы бы называли очень многих, наверное, называли бы людей, которым приходится общаться с другими часто по своей профессии. Конечно, назвали бы людей искусства, писателей, художников. Но, насколько мне известно, сегодня правильный ответ такой. Люди с самой высокой сложностью – это актеры. Ведь это действительно понятно. Актеру по профессии часто приходится как бы примерять на себя самые различные маски и нередко сращиваться с ними, вчувствоваться в переживания, пусть вымышленного героя. И таких ролей актер играет одновременно несколько, поэтому ему необходимо быть сложным. А если же не ограничиваться психической нормой и вновь спросить, у кого самая высокая когнитивная сложность, то и этот ответ нам, наверное, будет понятен. У больных шизофренией. Больной шизофренией покажет вам такую способность выделять детали, о которой мы обычно даже и не предполагаем. Не помню о том, приводил я этот пример или нет. Если приводил когда-либо, вы мне кивните. Я сам не клинический, а общий психолог, но однажды мне пришлось видеть протокол ответа по решению одного из тестов, привычных клинических больным шизофренией. Это был тест 4-й лишний. На 3 картинках были изображены работающие люди, а на 4-й под деревом лежал человек и ничего не делал. И тогда больной шизофренией, посмотрите, как действует. Он действует путем перебора, но не выбора. Он перебирает варианты. Эти варианты для него равнозначные, и поэтому конструкты не образуют структуру. Он говорит, предположим, лишним будет 1, и перечисляет ряд его признаков, и так далее. Доходит, наконец, до 4-го и говорит, это удивительно, я запомнил надолго. Разве это можно выделить запросто? Он говорит, ну, наконец, лишним будет 4-й. Это единственный, кто в данный момент видит небо. Потому что все остальные, кто рубит дрова, кто стирает, а этот лежит под деревом, глазеет по сторонам. Вот мы видим, что здесь сложность высока, а устойчивости нет. Это и есть первый крайний полюс – отсутствие устойчивости. И тогда давайте заметим, что если нет устойчивости познавательной сферы,
то каждая ситуация предстает субъекту неопределенной. Здесь принятие решения затруднено, если не невозможно. И тогда получается внешне парадоксальный, но, как мне кажется, внутренне понятный вывод. Суть состоит в том, что если у такого человека нет внутренних оснований для решения, он вынужден подражать. Казалось бы, у него такие огромные возможности выделения деталей объектов и ситуаций, а в быту он зависит от других и пользуется чужими точками зрения. Таков был первый крайний полюс, а его противоположность – это как бы чрезмерная устойчивость или жесткость, ригидность структуры. Жесткость, ригидность структуры. Конечно, такая ригидность будет связана с низкой сложностью. Но главное сейчас даже не в этом. Главное для нас в том, что если структура является ригидной, то любые ситуации воспринимаются как стереотипные, шаблонные. И здесь, казалось бы, никакой проблемы принятия решений просто нет. Решение принимать легко, подчас назло фактам. Но получается так, что в результате этого решения ситуация искажается, воспринимается неверно, неадекватно.